Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно целей сообщества. Я, наверное, каждый четверг буду выпускать данное видео, потому что сегодня был стрим на это дело, и очень много вопросов было, а как это получить, а что произошло, и так далее. В общем, обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Так вот, по поводу данной цели сообщества был даже стримчанский, но, увы, вы поймете, почему дальше, увы. В общем, находится это все дело у нас в данной системе, только лишь в одной, Дельта Pavonis. Тут у нас имеется два мегашипа, куда мы будем сдавать, так сказать, боевые облигации, да. То есть, получается, вы будете работать в зонах конфликта. Freedom Foundation — это у нас, когда вы сдаете за Федерацию, а здесь Indomitable, когда вы сдаете за Юрия Грома. А теперь давайте перейдем к тому, что там вообще происходит и что вы за это дело получите, потому что получите вы, довольно интересную штуку за Федерацию, но вряд ли вы ее сможете получить, об этом далее. Собственно, чтобы во всем этом участвовать, заходите в службу космопорта, и если вы находитесь в горизонтах, просто в панель миссий там будет данная миссия. В Одиссее это вынесено отдельно, что довольно удобно. И смотрим. Первое. Поддержите операцию Федерации по захвату Юрия Грома. Я зарегистрировался и там, и там. И давайте-ка прочитаем, что у нас здесь вообще написано по информации. Естественно, закончится она на следующей неделе, как и любая ЦСК, в четверг. После окончания политической конференции в Дельта Pavonis между ЕГЭ Union и Дельта Pavonis Galactic Interstellar разразился конфликт. Президент Захари Хадсон сделал официальное заявление. Юрий Гром – предатель и угроза для безопасности Федерации. Если есть возможность устранить этого безжалостного тирана, нужно действовать безотлагательно. Представительство Дельта Pavonis Galactic Interstellar обратился к сторонникам Федерации с просьбой оказать им боевую поддержку. Великий герцог Симеон Петреску, организатор политической конференции, опроверг утверждение о том, что его фракция тайно сотрудничала с Федерацией, чтобы заманить Юрия Грома в ловушку. От дипломатического корпуса Федерации комментариев пока недоступно. Чтобы поддержать президента Хадсона, пилоты должны доставить боевые облигации на борт гигантского корабля Freedom's Foundation в системе Delta Pavonis. Это мы уже и так знаем. А вот теперь интересное. В случае победы Delta Pavonis Galactic Interstellar над ЕГЭ Union лучшие 75%, то есть от 75 и выше, участников получат два скорострельных многоствольных орудия класса 2 на неподвижной установке, то есть фиксы, с повышенной последовательностью фазирования и уроном. То есть не просто последовательность фазирования, которая у нас есть, а еще и повышенная. И да, на многостволок ее и так не было. То есть что это означает? Вы стреляете по щитам, и при этом то, что у вас повышенный урон и повышенная последовательность фазирования, наносите еще больше урона по корпусу через непосредственно щиты. Однако с увеличенным разбросом и уменьшенной дальностью стрельбы. То есть на ближнюю дистанцию. Орудия будут доставлены на борт корабля Freedom's Foundation к 9 октября. Но тут есть одна загвоздка. Об этом мы далее. Обе фракции начали 7-дневную кампанию, которая завершится по достижению максимального уровня одной из фракций или утром в четверг 7 октября. Чтобы получить права на награды, необходимо зарегистрироваться как активный участник перед тем, как доставлять боевые облигации на борт Freedom's Foundation в системе Delta Pavonis. Обратите внимание, если в вашей команде есть дополнительные члены экипажа, часть боевых облигаций будет передана им. Эта часть не будет учитываться в вашем общем вкладе, а члены команды получат свою долю вознаграждений при передаче. Доля членов команды в боевых облигациях зависит от их рейтинга. И учтите, что изменение ситуации во фракции и другие дестабилизирующие действия могут отрицательно сказаться на рынках и стационарных службах и помещениях осуществлению инициативы. Теперь давайте послушаем, что нам будут рассказывать вот эти вот ребята. Поддержите Юрия Грома и дать отпор Федерации. После окончания это то же самое, конфликт понятно. Юрий Гром, лидер ЕГЭ Union, выступил со следующим сообщением. Эту конференцию устроили просто чтобы заманить нас в ловушку. Мою делегацию держали целый отряд вооруженных агентов Федерации под прикрытием. Мои верные охранники пожертвовали собой, и мы смогли сбежать из Кеслер-Сити, но наши корабли тут же подверглись атаке. Федерация объявила войну, я отвечу тем же. Представители ЕГЭ Union обратились с просьбой о помощи к союзникам Юрия Грома и врагам Федерации. Великий герцог Симеон Петреску организовал политический конференц, опроверг утверждение о том, что его фракция тайно сотрудничала с Федерацией, чтобы заманить Юрия Грома в ловушку. От дипломатического корпуса Федерации комментариев пока, естественно, собственно, не было. И чтобы помочь сдавать, естественно, на том корабле. Indomitable. Понятно. Но что у нас здесь? В случае победы
Та-та-та-та-та-та-та. Лучшие 75% участников получат 2 блока ракет с самонаведением класса 2 на неподвижной установке с двойным боезапасом, увеличенной скорострельностью и замедляющими боеприпасами. Ну, довольно интересно, но мне кажется, там многостволка более интересна. Но обладающие увеличенным энергопотреблением, тепловой нагрузкой и массой. Ну и тут, в принципе, все то же самое и так далее. Так вот, в чем, собственно, плохая новость? Вы хотите больше многостволки или больше эти ракеты? Я, честно, хочу больше многостволки. Но прикол в том, что как бы уже имеется некий разрыв. Посмотрите просто-напросто на задачу по экспансии. Сколько сделала Федерация и сколько сделали люди, которые бьются против Федерации. И на стриме это было видно, что люди охотнее помогают Юрию Грому, нежели помогают Федерации. То есть даже если вы сейчас постараетесь, поверьте, нас было очень много, мы пытались сдвинуть это дальше, чем это, не получилось. Разрыв 1 к 2. То есть многостволки уже никак не получить. Единственное, что вы сможете вывести с этой цели, это у нас получается данные ракеты, которые просто замедляют и еще нагревают ваш корабль. Ну, тепловая нагрузка выше, но не сильно, их всего лишь 2 штуки, но все же. Это, друзья, как по мне, обидно. Да. Ну, просто как бы вот отображение за Юрия Грома. Общий вклад 10 миллиардов. А в то время там у нас даже на первый тайр не перешли 4,8. То есть больше, чем в 2 раза. И эта тенденция как была 6 часов назад, как и 9 часов назад, как и 10 часов назад. 1 к 2. Честно, история беспонтовая. В плане многостволку не получить, ракеты нафиг не нужны такие, потому что их может сбить что? Турель точной обороны, как-никак. И подхватываться на эту тему, ну не знаю, может ранг Федерации вам поднимут, но толку-то с этого. Можно просто его прокачать в Сотисе Цеусе. Так что не рекомендую вам лететь сюда и заниматься этими приколами. Тут в Опене творится просто кошмар. Если вы любитель РП отыгрыша, то тогда, пожалуйста, welcome. Но я, наверное, послежу еще день-два и не буду этим заниматься. Ну, может, еще один раз полечу или полечу на наземные миссии. Потому что тут, ребята, даже в плане заработка копейки. Потому что это у нас не пираты, а зоны конфликта. Там очень мало денежек. Уничтоженная анаконда принесет вам, ну дай бог, 100. Может, 120 тысяч кредитов, но никак она может это сделать, если она пиратская. Там лям, а то и 2. Если хотите, чтобы я делал по четвергам видосики касательно цели сообщества с разъяснением того, что дают, как вступить, что делать и так далее, то дайте мне об этом знать в комментариях. Вот еще один игрок какой-то летит на анаконде разукрашенный. Ну, в общем, вы поняли, что, собственно, делать, друзья. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик и приходите на стримы, конечно же. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья. И мы подходим к 500 видосам. Я не знаю, когда это произойдет, но я думаю, в ближайшем времени. Говорю, сколько я отснял, чтобы вы понимали, сколько работы проведено. И поверьте, предстоит еще отснять довольно много. Там и Торгоиды, там и ПВП, и Одиссея. Я так ей, собственно, толком-то и не занялся. Дел много, да еще инженеры, колония. Ух, работы предстоит много. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Да, уже, и это лишь 1/5. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, стражи, торгоиды, интересные места, вооружение, ручное вооружение, различные модули, внешние, основные, дополнительные, как все это инженерится. Блин, ребят, контента просто море. И это лишь малая часть. Общий, так сказать, кладезь знаний находится в одном большом плейлисте. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группу ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр и играть там, искать себе народ, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку. Я вас не осуждаю, сам играю в разные игры, как по сеттингу, так и по жанру, в тот же самый Геншин, ну и так далее. Вы это уже заметили, наверное, по стримам. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам в описании под видео раздел соцсети, Discord, там подробные правила вступления и так далее. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.